Ну что, друзья, всем привет, с вами Ник, вы на канале Team Spirit, и мы наконец-то дождались, готовится 2025 Intel Extreme Masters. Сегодня уже 2 число, к сожалению, раньше у меня не получилось приехать, потому что я делал визу, но ничего страшного, не переживайте, камера была вручена Владику, он все подснял, мы вам обязательно все покажем, а сегодня у нас первый игровой день. Сейчас ребята в практисе, готовятся к игре. Как только у них закончится тренировка, мы к ним сходим, спросим, как прошли первые дни, а потом поедем на веню. Так, ну что, Даню, потренились, поготовились? Чем хаешки, да. Все пробегали, все раунды, все супер, чувствуешь себя уверенно? Нет. Что я пропустил? Расскажи. Приехали, заселились в отель. Я первым делом пошел в практис. В этом году. Охуенная кофта. Ну, прикольно. Прикольно. Ладно, футболка-то какая. О, ну-ка. А, ну здесь... Intel Extreme Masters. Охренеть. 50, 26, 60, Чё? 71, 93, 120. Охуенная кофта, Дань, советую тебе. Что происходит за блоги? Залутал шматье наше, поспали, поехали на медийку. Ебать охуенно, еще и дорого. Я ебал. Дома фоткаешься и потом присылаешь им фотки, и все, они А как же вживую тебя надо снять Я еще сам снимаю. по кругу, Я сам снимаю. сверху, снизу, чтобы был фон ESL или поставлю, PGL всё или нарисую. Blast. Все будет. Все сам нарисуешь, да? Тебе будет вообще ни разу не впадло. Не, ну а представляешь, это твое хобби было, Да, ты бы деньги, стал да. фотошопером. Деньги, да. Фотошоп. Фоточопером. Если ты устал, и твой отдых это быть фотошоп-мастером, например. Фотошоп. И сняли рофл видос один, короткий, там, наверное, на Какой? секунд 20. Там А он уже вышел? нет, по-моему. Может, выйдет когда-то, я не знаю. Долго снимали? Не-не-не, минут 15. Борис угорел. Потом мы с СД-100 поехали, посмотрели на фотку, как Мирослав держит кубок. Я хочу на это посмотреть. Вот оно. Там вон Серега, Где? Аксель, вон Шира. Настроились, там новые стулья, отличные от прошлогодней готовятся и отличных от того, что здесь в практике. Вот. Оценили их. О, тестите как раз новые кресла. Как откинуться, кто-то знает? Пиздец вообще. Ладно, нам дадут в подарки. Какие? Стулья. Ну, Вот эти? давай, договаривайся. Just if you want a card, then they ask me to give you one, and then yeah. Короче, нужен full feedback по этим креслам. Если кресло Лучше. Пиздата. Круто, только вот, конечно, вот эта вот подушка нижняя неудобная, но пуху вообще офигенные крутые стулья. Все, сохранили. Я могу привыкнуть к любому стулу, абсолютно любому. Мне без разницы, какой нахуй стул, лишь бы у него была нахуй спинка. Если есть спинка, это не ебаная табуретка, я могу привыкнуть к любому. Хуяк вот так можно. Оп, оп. Я как офисный работник. Вот, короче. Ну и все, через 30 минут выезжаем. Да, через 30 минут мы едем уже в студию. Сегодня играем с Астралис. Почему ты говоришь, что не готов? Да, бля, я не готов. Всегда. Ладно, скоро, ребят, я достану свой фотоаппарат, чтобы кружочек снять. Мне нужен кружочек. Телеграм-группу Чоппер. Какая у тебя цель? Я не хочу. Можешь мое лицо замазать? Парни, нет. Я могу тебя не снимать просто, мужик. Нет, я хочу. Я хочу. Парни, нет цели. Это просто вы можете в 1.30 играть, а мы жирные. Главная цель на турнире, ребят, заходить в КД. Что такое вышел в КД? Ну что, приехали мы в студию.
Сейчас будем смотреть, что здесь. Ё-моё. Пойдем покажешь мне, экскурсию проведешь, что тут есть. Подожди, я только сел. Вон там, знаете, какая-то хуйня, вон там еще какая-то. Вот идут отцы, блин, монголы, я их люблю, пиздец. Тут нет игры, мини-игры, в которой я в прошлом году разъебывал всех еще до тебя, до твоего рождения. Интересно, ты матом ругаешься на самом деле? Кто? Я не ругаюсь. Ты матом. ругаешься? Сереж, нам сейчас предстоит игра с Астралис. Есть ли у нас какой-то план на вето? До вето, кстати, осталось совсем чуть-чуть, 5 минут. Я думаю, вето от нас довольно прозрачно в их глазах. Мы пикнем Даст. Это будет второй карта. Они пикнут, вероятнее всего, Трейн, потому что если смотреть по одной демке, по которой мы играли 2 недели назад в Fnatic, мы довольно сыро там катали, и нам нужно время для того, чтобы понять, как эта карта двигается, работает. Они уже играли, проиграли, но при этом идеи у них довольно свежие, резкие, нужно быть внимательным в первом тайминге. А касаемо второй волны, думаю, что будет Ancient. Я думаю, мы уберем Мираж. Маловероятно, что они его пикнут и оставят, скорее всего, Ancient. Могут нюк. Слушай, насколько вот неудобным стало появление Трейна в маппуле сейчас? Я бы не сказал, что неудобно, все в равных условиях, но тем, кто, допустим, не играл в Vertigo, для тех это бонус. Ну, пока то, что ты смотришь, как Трейны люди играют, да, и мы сами, это выглядит довольно сыро, сумбурно. Люди не знают, какие паттерны более сейвовые, какие более профитные. Мгм. Когда объявили то, что Трейн будет в маппуле, не было мысли, может, Инферно? Нет, у меня никогда таких мыслей не будет. Причем я когда играл, сам Инферно любил. Научить пользоваться гранатами я не готов на этой карте. Хочешь получать от игр Team Spirit еще больше эмоций? Тогда переходи в телеграм-канал нашей команды и забирай подарок от наших друзей. Лень, Трейн или Мираж? Ну, Мираж, я думаю. Придумаю. Да, я уже решил. Так, ну что, мы уже пришли к компам. Даню сводили на какой-то интерактив. Сейчас мы у него спросим, что он там делал. А ребята уже подключают девайсы. Готовятся, вето уже прошло. А где-то уже известно? Да, нюк. Даст 2 Мираж. Они нюк пикнули? Да. Это контрол. Я слышу, ты там рассказывал на кавер. Это неудобно. Прям создано. Да, офисный. Как тебе стулья, Мирик? Я немного посидел, но, как я думаю, учитывая то, что я не использую спинку, преимущество данных кресел в том, что они абсолютно плоские, то есть у них нет никакой горбинки, ни передней. Сиденье. Да, потому что там у Secret Lab и у других всегда есть эти горбинки, мне неудобно сидеть, потому что я сижу на краю кресла, и для меня это критично. Вот. И я не очень мягкий. Поэтому. Ну, то есть это лучше, чем было в прошлом году, чем дефолтная история? Ну, я думаю, это вопрос риторический, если узнать, сколько они стоят. На сколько они стоят? 2000 евро. Так, Даню опять украли. А, Даня здесь, ё-моё. Что тебя спрашивали, что вы там делали? 7 игр нужно было, типа, оценить, насколько жестко я там сыграл, типа. Ну, Твои. самая крутая игра — это в Катовице. Я, типа, на середнячок оценил, ну, типа, на 7 из 10 где-то. 6 из 10 — это финал против них в Шанхае. 6 из 10 финал Шанхая. Да, ну, потому что там Борис расхуярил их, очевидно. Ну, это правда. Давай, топ-1 у тебя что, 10 из 10? Нету. Нету? У меня самый лучший 7 из 10 в Катовице финал против Айзов. То есть нам стоит ожидать игру от Дани, где будет КД 10, короче. Тогда это будет 10 из 10. Выебут его. Да. Это что такое? Сейчас. Выебут. Speaking of this series, you're going up versus Astralis. How do you feel in terms of the AWPing going up against Device, obviously another legend in the game? Yeah, I like Device. I like playing with versus him, but we playing 3 times versus Astralis. It's not good. It's not easy. Best of 3. We lost almost 1 map, Vertigo and Ancient, but today we can try to just win. We just play and we just win. If he took 1 map, it's okay for us. We just try to good CS and we show. Loving the confidence, Shira. Thank you so much for your time and good luck. Thank you. Good luck, brother. Он этот кулачок не отбил, держи.
Нормально я сказал? Я что там запутался, блядь, Да, второй раз. нормально все сказал, молодец. Что было? Я сказал, что с Кали нам очень легко играть. Ой, там легче. Не причастен, там было про что-то. Чем отличается этот турнир от другого? Я что-то там, блядь, запутался нахуй. Что, не делай так? Ловит меня в мейн не ставит, я могу делать что угодно. О, да. Блять, я ж юг играю, ебать, у меня 12 раундов в мейне. Ебануться. Скажи честно, как лоят на тренинге? Если бы он аниме не смотрел, был бы. Так, что мы первая нюк играем? Нам пизда. Я не готов на нике играть. Всегда, когда ты меня спросишь про нюк, я скажу, что нам пизда. Здесь ставки с прошлой катаются где-то так же, как говорит. Да, с девятки прыгал, падал. На какой позиции ты играешь вообще обычно? Да я везде бегаю. Девятки падаю в основном. Ну вот, может, поэтому ты в минус играешь, Димас. А то, что было в прошлом, уже остается в прошлом. Сейчас новое будущее. У меня 240 Гц, а нет что. Как настроить в это? Я ППС у меня все равно 208. ППС все равно мало. Борис на ультра хуярит, у него 150 МПС. А что поделать? Так вот это только не переехать. Ручки мешают. Угу. Вот из-за этого не заезжаешь. Так, окей, это еще ладно. А как, блядь, дайте побольше. Так, сиди, давайте я все тебя вставлю. Бля. Короче, ну-ка, а как он? Вот, can you help me? Надо, короче, назад вот эту хуйню. Назад. This is Max. А это что? Бэк. Блять, да не, доебали сегодняшний. Саша, хотел тебя спросить. Закончился Blast относительно недавно, мы его выиграли, но у парней за спинами не было их лидера, Сережи. Это как-то сказалось на их состоянии во время игр, на тренировках, может быть? Мы как команда знакомы с тем, как это играть без тренера, как приезжать на турниры без тренера. То есть для нас это, как бы уже знакомая история в какой-то степени. Поэтому там не сказать, что для нас это было прям как-то очень непривычно, очень стрессово дополнительно. Безусловно, очень много там моментов, в которых Серега мог бы помочь, да. Там в первую очередь, наверное, это внутри игры. То есть по ходу там что-то увидеть, что-то заколить. Но, собственно, мы все равно с Сережей поддерживали связь, то есть он старался какие-то моменты даже предугадать заранее, то есть мы в целом старались обсуждать, то есть что может произойти и что сами ребята могли бы инициировать, то есть там где-то паузу взять, стратегические какие-то вопросы немножко обсудить. Безусловно, парни отмечают, что было в целом тяжелее без вот этого человека, который все-таки, имеет последнее за собой слово, и в этом плане, да, несколько тяжеловато было. Сейчас на контрасте это может как-то сказаться? То, что прошел турнир без Сережи, сейчас с Сережей ребята будут сильнее. Я думаю, это может и в одну, и в другую сторону сыграть. То есть, с одной стороны, да, ребята могут почувствовать, что мы сейчас сильнее, чем, скажем, мы могли бы быть на Бласте, но, с другой стороны, хочется не допустить какой-то расслабленности излишней, да, то есть все, Серега пришел, можно расчилить, он сам все там заколет, все сам спланирует и так далее. То есть, поэтому важно здесь баланс все-таки держать, да, то есть, да, почувствовать силу, но при этом самим все-таки сохранять фокус и сохранять максимум усилий. Пацаны, мы хорошо начали сезон, Серега с нами, но эти факторы никак не должны нас расслаблять. Смотрим, что происходит на игре, четко обсуждаем, четко принимаем решения и ебашим, пацаны. В конце концов, давайте кайфовать с игры, давайте получать удовольствие, потому что все-таки мы приехали не просто там деньги зарабатывать, не просто на завод, в какой-то степени, но давайте улыбаться, давайте радоваться и давайте ебашить, парни, давайте всю энергию, всю нашу волю соберем и отдадим в этой игре. Все это вложим. Погнали работать, мужики. Ребята, еще раз. Дайте первый раунд. Ебать резать. Все вместе давайте. Little details. They could have Hugh gonna fall first, donkey behind him. That's the ball. Occasions to the half. A few moments ago, we were just talking about how Astralis are gonna make. Magix wants to fight. And it could get a little bit messy as Magix runs out of bullets. Here comes Shiro to Chopper with Dawn. At least in this map, it's been rather. The bomb yet to go down here is start making it complicated. Be doing a lot from controller. There's still some seconds left. At least one more round up against Donkey. The 1v1, and he will not stop him. True Sniper. Расскажи, как это прошло.
Ну, мы не проснулись сначала, что-то туго идет вообще. Они просто хорошо сыграли. Мы там первый бай выиграли, когда они 2 рампа вышли, а потом Потом просто по коммуникации проебались. А так, ну, на самом деле нормально. Они не должны были бай там брать на экономику. Типа, и мы бы, наверное, лучше бы сыграли намного, типа, нежели как мы сыграли. Но в любом случае мы 0 раундов отдали потом со счета 1-5, все окей. Блять, я облился, ебать. Че, тебя душили пол игры, блин, не давали? Кто меня душил? Когда не сразу вышел. Красавчик. Да, ты все очень высоко поднял. Ты обычно с такой высоко играешь? А? Как Никс. Ну, плюс-минус как по Лене. Это из-за стульев ты Да. так ставишь? Ну, я не могу, чтобы стабильность сказать. У тебя первая часть сезона был самый низкий стол. Тогда ты опустилась. Потому что... Ноги нажимать. У тебя стол был, короче, самый низкий. И у тебя между подлокотником и столом у тебя пальцы залезали и больше ничего. Ну да. И со временем у тебя все выше, выше и выше, и больше разница между столом. Так, лежать. Ну что, нюк закончился в нашу пользу 12-5. Следующая карта у нас это уже наш пик. Мы играем Dust 2. Го смотреть. Cadian into the mid-list tunnels. The timing is gone, and so is Cadian. Donk ready to go around this corner, but Device. Oh! Footsteps would have been heard in CT spawn and found in the smoke. Device holding. Okay. So the rest of his teammates in the tunnels. To this MP9, though. His teammates nowhere near him, and no kill for Cadian. And we're looking at an 8th round for Team Spirit. Everyone's blind. The first 3 players can do nothing in their control. And it doesn't look like it's going to be left out of their hands anytime. They're going to throw that ball down into the lower tunnels, but don't the problem. And team, unfortunately, just a testament of... Or ever wants to go. Right now? Right now. Right now? Right now. Дима, пойдем на постматч. А ты видел, как я подстроил Б выход вообще? Чего? Видел, что я сделал? Когда Б. Я дал им молик за смог, чтобы, если они сорвутся, дать раннюю инфу. Я слышу, двое прям горят, понял, да? Я Б. Ну как, Сереж, доволен? Да, все четко. Леня, трансляции рассуждали, является ли пластырь бафом твоим. Да, пиздец. 2 головы появилось. Да. Так, Леня на бэкпоинте. Уходим, блядь. Да, я там пиздец. Я, короче, вообще в этой игре 2 раза так продал, блядь, всех, пиздец. Говорю, пацаны, Б, пойдем, молик. Мне флешка прилетает, я говорю, уходим, Мирик выходит, дохнет. Так, и говорит, бля, нахуй меня продали. 2 КД спокойненько. Да, жестко сыграл. Как был раунд? Выходим опять Б в лейте. А ну что, в начале? Даня орет Сига и Интерс. Я такой думаю, какая нахуй Зига, блядь. Что-то стою, думаю, Даня говорит, да Интерс убейте, Интерс, пусто. Я стою в тачке спокойненько, блядь. Всех их продал. Ну, мы выиграли. Да. Ну, там я говорю, что какой-то тупняк поймал до ПРС. Первый раз отлично. Ну это было на уверенно. Тяжелая на самом деле игра, пиздец. Тяжелая? Ну на нюке Потому что выглядит, что типа легко, на самом деле много классных. Они типа хорошо играют. Ну на нюке было тяжело, они 1.5 нас там плотно ебали вообще. И знаешь, что происходит? Короче, первый раунд они кидают ВП, меня девайс за черным простреливает из-за красного. У меня 20 хп остается. Потом второй раунд, короче, я за черным играю, чел упал на мейн. Я беру дуэль с ним, меня чел с калаша нашивает за черным, я иду замедляюсь, а он меня убивает игла. Это вообще пиздец какой-то, мне впервые такое. Хорош, Боря, блядь, просто разъебал, нахуй. А Боря сегодня король пистолета. Меня на какую-то хуйню забайтили пару раз, правда. Ебать, я хочу посмотреть, как я на Икее их убил, он пистолеткой затирал. Просто 20 пулек нахуй на 3. Я ему говорю, ебать, что Да, мужичков хватило. Доволен игрой? Ну вообще да, хорошо сыграть сегодня. Какие планы у нас на сегодня? Завтра мы играем с Нави. Сейчас у нас похавать надо срочно, потом приехать в отель, и нужно смотреть демки Нави, готовиться к ним и поиграть дем. Сколько демо на сегодня нужно будет настрелять? Я хочу 1000 набить сегодня. Косарь. Так, здесь для игроков сделана зона, где можно пообедать, поужинать. Гигантская хуйня тоже. Индейка хуйня. О, картошка. Хуйня. Chicken nuggets. О. Все, 20 nuggets. Это что? А, это картошка. Что-то непонятное. Наверное, супчик какой-то. И, наверное, еще один какой-то супчик с грибами. В целом все. Сейчас пообедаем и отправимся в отель готовиться к завтрашнему матчу.
Хуя тогда третий, хуя потренили. Нет, там на прессе по-другому был. Я пошел мид, короче, давай. Я пошел мне пиздить. Это Тима по-любому сказал. Кто это сказал, Влад? Давай. Я пошел мне тренить. Мерик говорит, ладно, давайте потреним. Я такой, охуенно потренили. Я пошел мид пиздить. Все, это на 3 раунда, кстати. А почему не сделали тут? Потому что, блядь, ситуация. Один говорит, блядь, накинь джейман, говорит, бля, я хочу поезов кинуть. Кинь джейман. Второй говорит, сейчас я мид фейкану, погоди, блядь. Я говорю, сейчас Энергия. у тебя, говорю, смог будет, потом поезов дать. Сейчас я мид, погоди, мид перекину. Задание в флешке с Мериком стоял. Я стою слева в банане, меня смог банане кинули, первый кинули, второй, говорю, блядь, кинь джейман, говорю, сейчас. Я говорю, я не могу, блядь, у меня фейзы только смог надо. Так, это переоделись. Ну что, вот мы вновь в студии. На улице очень холодно, что-то. Я вам вчера не показал. Говорю, давайте посмотрим, что тут есть. И ничего не показал. Сегодня обязательно посмотрим. Сегодня интересный матч. Мы играем против Нави. Ровно год назад, тоже 3 числа, на этом же турнире, мы играли против них. Вон Даня тупо чилит. Что у нас тут есть? Вот имеется твистер. Не уверен, что в него кто-то вообще играет. Также у нас есть тут настолочки. Это аптечка подлечиться. Нововведение у нас здесь это бильярд. В прошлом году его не было. Лучше бы они вернули игру в кружочке. Также такие вот зоны, где ребята сидят, смотрят матчи. Вот такая вот игра. Street Fighter 2. Street Fighter 2.2. Вот это что такое, я не знаю. Наверное, тоже какая-то хрень на реакцию. Что это такое? Что здесь надо делать? О, вчера 70 было. Вчера 70 было? Значит, это успех. Ну, давай попробуем. 10 секунд, Ник. Это сложнее, чем со стороны кажется. Жестко. Признавайся, поддавался, да? Кто, я? Ты, да. Нет, я просто старый, Ник. У меня как бы уже нет такой времени, ну, такой реакции хорошей, как у тебя. Ты молодой, здоровый, как бы. Так, ладно, пойдем посмотрим, что еще тут есть. Ну, теннис вы видели. Годовой запас Red Bull, недельный, двухдневный. Настольный футбик. Да и в целом все. Вот так вот. Сегодня тут очень много людей, потому что мы играем не с утра, не первые. А ребята, кстати, уже идут подключаться. А кто это? Это Снакс? Тройной, да. Чемпион 34. Вето прошло уже. Какие карты мы играем? Мираж, Даст, Нюк. Ты вчера сказал, что каждый раз, когда я спрошу про нюк, ты скажешь, что нам пизда. Нам вы проебали. Если он будет он, мы точно въебем. Мерик, год назад Костя у тебя спрашивал, просил описать плейстайл Нави. Ты сказал, что он достаточно обычный и прозрачный. Видны ли изменения за год? Я думаю, просто из-за того, что прошло больше времени в этом составе, они стали лучше понимать как бы общую картину того, как они все хотят играть, и более детально, что ли, разобрались в том, как хочет играть Блейд, и поэтому они как бы набирали в течение года. И в конце вторую половину года играли лучше, чем до этого. Это удобный для нас соперник? Поменялось? Я думаю, здесь рациональнее всего будет обратиться к статистике. Чемпионский кейкап. Жестко. Да, я показывал уже. У Дани стоит кейкап топ-1 Хелтова. Почему не на единицу поставил? Так удобно. Просто у меня эскейп проще всего снимается, поэтому я на эскейп хуйню. А первый мираж, да? Мирок. А что вы подписываете? Что это такое? Я не знаю, там надо сказать, что типа все работает, все красиво, я все настроил. И все. Ну, это, наверное, чтобы к ним не доебывались, потому что мы должны это проверять, а не у них компьютер должен быть хороший. Как-то так. Первое, что я купил с денег выигранных, 20 тысяч, я купил стул все. Это логично. Многие знаешь, что делают в первых днях? Казино. Казик на красное. Нет, казик это вообще... Женщины тратят, братан. Нет, да, обычно эти скины покупают. Так я... Ну, нет, я типа играл чемпы там по 500 тысяч рублей за первое, по 1,5. Типа выигрываю каждый день, и типа там часть тэпал на скины, часть типа себя. Нормально. Потом скины 2 раза дороже. Скины выросли охуительно. Да. Поэтому я думаю, он опередил свое Я время. помню, я так насобрался, у меня был сет красные перчатки, кровавый шамах и М9 доплер 4 фазой. Мне 14 лет было. Че, я готов играть, блядь, мы будем, может, нет? Че они такие вточенные, блядь, они как будто нас выебут.
Но КС это не выстрел, это марафон. Тебе роялти приходит всего? А? Тебе роялти всего Да я капает? ебу, что ли? Это у Кости надо спрашивать. Я думал, мне только хуёвути приходит. С прошлой капы? Да, спрошу готовится то, что трек, который раз сделал. Сколько на нем твоих прослушиваний? Да я ебу, что ли? 0, блядь, 0. Блядь, ну пожалуйста, блядь, блядь, я понимаю, что вы не хотите мне маг неделю оплатить, блядь, хотя бы другими способами, блядь. Пойдем. Ярослав, позови. Мири. Анекдот дня. Веном. Да, Борис, поддержи меня, пожалуйста. Carnage. Так, смотрите, первое. Мы начинаем Мираж за КТ, они за атаку. Кратко про нашего соперника. Топ-1 прошлого года, сильная команда, очевидно, недооценки какой не должно быть, но я думаю, ее у вас и нет. А в целом это все, что я хотел сказать, парни. Все команды на этом турнире сильные, и единственное, на самом деле, что нам остается делать, это просто играть свою игру, делать то, что мы умеем делать, ни больше, ни меньше. Не нужно никаких там супер вещей, там что-то такое, просто качественно отрабатывать то, что мы умеем делать. Ну, парни, не просто как бы, да, там, пойдем работать, а бодро, энергично, с зарядом. Да, абсолютно верно, Влад. То есть, отрабатывая качественно, хорошо, командная работа, хорошая коммуникация и удовольствие от процесса. Погнали работать, драконы. Ебать, Ирина. Team Spirit! Pass Wolves just spotted him up out of Palace. Looking to pepper him down the distraction. It's all on the Lexi. He's got to flip this back. Oh yeah, Magix. Oh, it is so clean. In particular, remember one on A side, Nuke, and he give a little celebration to himself. You know, hyped himself up. He did. A sandwich. So Magic whole time. And Navi wander right into the to let this one go, but Spirit firing again. Another chance. Dog with 3, and you cannot strike for this. He's looking for that final head. No utility on him. They try and force him into the open. Big tries to step up and defend his teammate. Emma again. Unrelenting. Double kill. Shiro left alone. Ну тогда не. Да похуй бывает. Расстроился? Да выиграть должно быть. Ты так и просто Кистик выиграл. Ну, это ты золоточка. Кистик жестко был. Хороший раунд был очень. Да форс прибали. Да нет, да не про все дело. Просто у нас на Б инфа. Чего он с КТ ушел? Бля, чему просто Ваня развернул? Один да. Чё, зачем он закрыл? Другая карта, не то, что я на этом видел. Во-первых, вы не убиваете свое то, что можете убить в момент, когда это очень нужно. Мы мажем гранатами. Еще в моменте мы становимся какими-то глупыми. Такого не должно быть на Дасте. Просто играйте от того, что вы видели. Ничего не придумывайте больше. Даст 2 карты микры. Закончилась наша первая карта, Мираж, не в нашу пользу, несмотря на 2 эйса, очень красивых, забрать карту не удалось. Сейчас Сережа с ребятами стоит вот там вот обсуждает. Немного времени уделил ошибкам, которые ребята допустили, дал им небольшого нагоняя. Сейчас они перейдут к обсуждению стратегии на следующую карту, а именно Даст 2. Я не про этот раунд. Слушай, я говорю общую идею. Мне плевать, что было на этом Мираже. Я говорю вам про следующий... Да. Надо играть с 2 сторон. С 2 сторон, потому что один блочит, второй только готов сыграть. Можно зиг херню снимешь? Окей. Hey, maybe Williams. They with a second kill. 1,000 cuts. There's the dig jumping up onto the boxes coming next. We'll see what he can do about it. Smoke comes in. Yep, panic mode. Panic mode. And he's tapping onto that defuse and Chopper the stopper that he can get going. In particular, this is one he loves with the Jewel Berettas into the lower tunnels. He'll unleash on the first. This should be massive considering the circuit. Ooh, nice shot. 9 not good for another kill. JL cleared out. Shiro 1 for 1. And Lexi B still looking for the follow-up. This is it against Doc. So yeah, he knows that's a winnable fight for him. It's a critical 1v1 and he kind of wastes the opportunity. Wonderful in the 1v1. And he's looking to fight him. He switches out to a little Mac 10. And Donk evens out the health situation. One for the shot, but it's Donk that makes the difference. Trying to burn out Chalk. Question after Spirit versus Na'Vi last week. And that is what would have happened.
потно. Красавчик. Да не, все закономерно. Я знал, что мы выиграем эту карту. Не устал? Похуй. Я заебался от технических пауз на 30 А что минут. это было? Это у Мирика, да? Пиздец. Что-то сложный, тяжелый мираж, долгий, с техническими паузами. У ребят сейчас очень мало времени, потому что им нужно уже буквально через 2 минуты сидеть за компами. Будут определяться стороны на ножах. Поэтому Сережа с пацанами уже идут буквально обратно к компам, будут обсуждать все там. И мы переходим на последнюю карту этого матча. И это Нюк. Him up for bomb site and Na'Vi have time. There's some space, but Magic. They have nowhere to go. They're going to get pushed from Shiro. They are getting Spirit. 30-second chance. Now it's all Alexi B, and he gets double. He has run into a number of times. So that's information. Na'Vi 8, Spirit 8, winner to the playoffs. Usually headshots. God, it's now a little bit accurately and swiftly enough. And he's going to go again, but over towards heaven. Donk and Magic's over the top. How can you get out of this if you're Imma? How can you even... Crunching from Hut as well. So really good play when you're sitting around as There's 2 players coming towards him. Magic's and Zontix is a third a little bit further. Imma's going to swing open decaught, bomb down, and with 20 seconds, Shiro has to pick up the bomb. Smoke nade. Oh, Shiro flick up to Shiro. He's got the angle, but this is not the best weapon, and that grenade bounces back upon him, but it still works. Oh, it still works. And Shiro with the heroics with the AWP. All Spirit's defense in trouble. They got a hold. Yeah, good start here. 1-man advantage, and it just comes back, rolling. The timing, if Zontix peek, might catch him in transition over towards Vet. Could turn it into a 1v1. Blade might just pull a sponge after that one and walk out. Yeah, oh no. He's looking, he's towards ramp, and he's gonna get a lot of it. Great flashbang. That Zontix completely blinded. Can Shiro plug? I think Chopper's gonna have to clear him out, but now JL's attention Who said he wanted this win so much. Takes one. Qualifying to the Spodek. Закончился наш матч с Нави. Было непросто, было долго. Боря, расскажи, как все прошло, что пошло не так, чего, может, не хватило. Так. Ну, первой картой был Мираж. В целом, мы начали за КТ. Игра была ровная. Были шансы. Мы сначала вроде бы проигрывали сильно. Потом под конец половины собрались, набрали несколько раундов. Перейдя за Теру, Даня выдал эйс на пистолетке. Ну, была возможность, короче, ну, просто, типа, доиграть игру. Но мы плохо сыграли антифорс. Проиграли, типа, пистолетом, фармилком. И после этого мы как будто больше ничего не сделали за теров. Они играли очень круто. Нас мочило повсюду. И было очень сложно. Вот поэтому они выиграли Мираж. А второй картой был Даст. Играли по плану в целом, который у нас был. Набрали раундов за теров, перейдя за КТ. Взяли еще чуть-чуть. И на счете 11-6 вроде бы они немного перехватили инициативу. По сути, на самом деле, в конце карты у них был контроль вообще, ну, над игрой. Карта была выиграна, так сказать, геройскими ситуациями от Дани, наверное. Мы играем Нюк. Вроде бы была ровная игра. Начало такое же, как на Мираже в целом. Но мы идем ровно, приходим за теров. Допускали дофигища ошибок, как мы, так и они. И у нас как бы были все шансы выиграть игру. Но мы опять проиграли типа форсу. Мы играли против слабого бая, пошли на ап, получили пизды. Ну вот, а потом уже денег не было и было тяжело. Вот, перейдя на допы, ну там было вообще экшен-пакт, так скажем, овертаймы, были пизделки какие-то повсюду. И я могу сказать, что мы проиграли много ситуаций, которые были для нас выгодными. У нас были энтрифраги, у нас были ситуации 5 в 3, и мы не доигрывали их, мы ошибались, много кто ошибался, и я ошибался дофига. И все, мы просто не закрывали раунды, которые были в целом, ну, очень простые ситуации. И отдавали им раунды. Вот, перейдя вот последнюю половину допов, которые они выиграли, ну, они нормально сыграли, мы проебались. Завтра у нас будет долгий игровой день. У нас будет целых 2 матча при хорошем исходе. Первый оппонент уже известен, это Team Liquid. Играем первый матч дня, и потом играем третий матч дня.
против победителя пары Геймер Легион Астралис, поэтому нужно выспаться жестко и не растратить все силы на Ликвид. Первая нюк, вторая даст, третий эншент. Так, все, пошел я. А? Нюк даст. Нюк даст. Нюк пикнуть. Они нюк? Да. Демки с нами что-то увидели, МБ. Кроме турков, это сейчас как карта, как вертига. Кроме турков никто не пикает. Комплексте. А, кстати, Фейзы сейчас начнут пикать. А, фейзы, да. Фейзы вчера пикнули против Виталити. Ну, потому что Ильич пришел, забустил он мидл. Да, кстати, факт, ребят. А кто надо стоит, ребят? Снакс, Мы довольны картами, которые будем играть? Или Наш что? пик очевидно в обе стороны даст. Они это понимали, и мы это понимали. То, что они пикнули, удивительно. Думаю, что в демозаписи с нами что-то увидели. Это ты про нюк? Да, примерно понимаем, что. Ну, посмотрим, как игра сложится. Да, нюк, они с приходом на РЦ явно стали играть гораздо лучше. И с монголами они его пикали, и с музами они, по-моему, нюк тоже играли. Вот, поэтому интересно будет с ними поиграть. А вообще эта команда отличается тем, что у них необычные идеи. Такие на про-сцене, из топ-15, там две это Liquid, это RDMax, у которых много агрессии, необычных сетапов, все в комбинах, то есть малое количество дефолт, все досконально разобрано. Если в струю попадает, с таким несложно. Что думаешь по поводу обновления последнего? Бафнули ФАМАС, сделали дешевле. Ну, прикольно, но МП-10 все равно имба, поэтому не особо большая разница. Ну, его же занерфили вроде как. Нет, Или не ощущается? как будто лучше сделали. Не ощущается, да. А он все равно так сильный, что когда на контроле сидишь, стреляешь, у тебя больше отдача, но на контроле мы не часто стреляем, можно бежать же с него и стрелять. А там все так же осталось, поэтому это имба. То есть ты думаешь, больше ФАМАСов мы не увидим? Не, чуть-чуть увидим, если у людей есть какие-то идеи, как его использовать. Он, кстати, да, действительно стал гораздо сильнее, но МП-9 все равно есть в игре, и оно круче. Сколько должен стоить ФАМАС, чтобы его чаще покупали? 1500. Ноль? Ноль. Ну да, кстати, может быть и 0. Че, с баскетбольным мячом просто пришел в студию, блядь, что-то и хуять. Да, ребят, теннисные в кармане. Теннисные, это, блядь, еще понятно, для чего хотя бы. Для чего? Нахуя ему Теннис баскетбольный мяч? Я сейчас ракетку достану, так он, знаешь, это визуализирует себя Джорданом. Вот я, например, когда держу теннисный мяч, я визуализирую себя Джоковичем. Прикольно. Вчера была очень долгая техпауза, самая долгая, которую я вообще видел. Нет, у меня дольше было. Мне комп меняли. Что у тебя случилось? У тебя что-то с мышкой было? Лагала мышь. Потом рестартнули комп, и у меня лагал звук. И при этом лаги мыши не прекратились. Мне админ пытался решить проблему странными способами. Я ему сказал, что стоит рестартнуть пока еще раз. Проблема решена. В практисах вы сталкиваетесь с такими проблемами? Нет, технические проблемы разные встречаются во время матча куда чаще, чем в практисе. Здесь много своей аппаратуры. Ну, то есть это может быть там с нагрузкой на сеть связано или, допустим, с тем, что у тебя подключены какие-то другие кабели сторонние, плюс вырезанная винда. Настройки BIOS супер интересные. Да, очень много, в общем, каких-то кастомных настроек, как в сетапе, так и внутри винды, так и в BIOS, которые каким-либо образом конфликтуют с железом или с чем-то еще, и это вызывает зачастую проблемы, которых бы не было, если бы ничего этого не делал. Как ты думаешь, это решить вообще возможно? Турниры проходят очень много лет, но технические проблемы были всегда. Я думаю, этого не избежать. В некоторых случаях организаторы пытаются, в общем, что-то изменить, что не стоит делать. Тот же, например, BIOS, то есть у тебя условно здесь, хорошие сборки, да, у тебя 60 Гц, у тебя в любом случае не будет 40 FPS, то есть у тебя FPS всегда ниже герцовки, то есть тебе смысла особо там плюс 50 кадров за счет того, что там будут как-то по-своему настроены
процессор там, или видеокарта, особо в этом смысла нет. То есть даже если ты берешь одну и ту же сборку, но разную сборку, то есть модель одна и та же, да, но сами экземпляры, они разные. У тебя на одном процессоре допустима одна частота, а на другом другая. То есть они берут, допустим, разгоняют одну систему, проверяют на одной системе. И потом, если эти настройки на одной системе работают нормально, они их, собственно, копируют на все системы, которые здесь находятся. То есть там, на 100 компьютеров условно. И на каких-то из них, если это не какой-то безопасный разгон, там минимальный, если он минимальный, то в нем нет смысла, а если он чуть более минимальный, то это приведет к тому, что на каких-то системах это будет приводить к проблемам. Я даже не уверен, на самом деле, что именно они делают, потому что, допустим, в практике всегда BIOS запаролен. Я даже не могу посмотреть, что там делали. Но обычно у меня часто в практике проблемы с компами, и когда я зову админа, я вам просто прошу, чтобы он открыл мне BIOS, чтобы я там все сбросил. И у меня проблемы с ними. Так, пойдемте обсуждать. Но есть нюанс. Че, мы идем? Да. Скачайте на команд. Все раунды скин, которые мы написали. А? Тимстав? Хули мне. Понизили, блядь. Чем занимаешься? Он помощник Санты. Let's go! Так, значит, смотрите. Сейчас я буду перечислять их раунды. Вы никакие не смотрели. Не задавайте вопросы, как против этого играть. Вам нужно запомнить раунды, которые у них есть. Ребята стоят, обсуждают план на игру с Liquid. Сегодня все в каком-то напряженном состоянии находятся, несмотря на то, что стадия еще не закончена. Впереди у нас есть 2 игры. Ребята на фулл фокусе. Морально готовятся выигрывать. Сережа расскажет ребятам, как мы сегодня будем играть с Liquid. И мы пойдем уже садиться за компы и начинать катать. Все. Что подвели? Сафонов? Оплатить? Бля, вчера пиздец Меликодов круто зачитал, мы не доиграли, пиздец. Пиздец зачитал вообще. Я это сказал? Да, все круто, просто по микре надо было доиграть нам, блядь. Вообще, заебись было. Да, прикол в том, что я это сказал, и потом в одном из раундов была такая инфа, что все равно я ушел сам. Они выходили раунд. Че он сегодня такой вредина, блядь? Я ему смог показывал, недовольный. Сейчас что-то, блядь, недовольный, блядь, сидит. Блядь, кто будет в игре довольный. Сегодня утром Лень сказал очень важную вещь. Мы все можем ошибаться, мы все можем совершать ошибки, и это нормально. Это естественно, и мало того, это необходимая часть процесса роста парня. Просто наша задача на эти ошибки не делать чрезмерный акцент, а акцентировать именно наши сильные стороны. Наши сильные стороны подчеркивать как друг в друге, так и в себе. И за счет этого мы будем расти, за счет этого мы будем становиться лучше. Парни, я хочу, чтобы сейчас вы наполнили верой друг в друга и верой в себя нашу игру, нашу коммуникацию. Потому что именно коммуникация, парни, объединяет нас. Именно коммуникация делает нас из просто группы высококлассных игроков единое целое, единую команду. Именно коммуникация позволяет нам классно играть. Именно коммуникация делает из нас драконов, парни. Давайте классно общаться, давайте верить друг в друга, давайте ебашить и получать удовольствие. Поехали, драконы! Team Spirit! Back. Where does he unleash himself? But this turn in the corner, very gets impact with that MP7. Nerds trying to come in, get a little ammunition, and you got to say it's all on Zol takes to try and win this. And Nap is low on health. Does he? It could have been 3-0. It should have been thrown to that bomb site. Here's Dog waiting, rifle, good for 2. Like they've got to deal with it. He's waiting. Ultimate comes in, and Zoltix gets nearly a double, but it's the pause. It's the fact that he's wasted all the time, and the bomb is down. With utility, they absolutely are going on it. Chopper and Magics though first wander into this crosshair. Big fight for all. Everyone know now they're down in the bomb site. Grenade goes in, denies the plant, no time. Oh, huge nade from Shiro. And Nerds does not want to die after the time here, but that's exactly what's going to happen. To main, he's going to keep going. Oh god, Nerds, it gets worse. Dog just dives into his main. Nerds can do nothing about this round, and this is it. Truly, this is it. Now Nuke is over. Twitch goes down. Team Spirit collapse upon Team Liquid. Да, я уже... У меня тоже там похуй вообще. Че, как карта, пацаны? Хуета ебаная. Почему? Инфрарод в начале. Хорошо, реабилитировались за нюки. Да как обычно. Чего мы за ТС берем 12, а за контров 0? Вопрос по механике. Куда мы идем? В туалет. А, все понял. Пойдем за снайками. Что это? Это просто тесто с пудрой.
Что? Попробуй эклерчик. Я не люблю эклер. Попробуй. Сколько ты ставишь ему из 10? 5. Что, это лучше? Куда это деть? Я не хочу это дать. А у тебя это куда есть? Два GKS это было по-нашему. Красавчик, братан. Сука, еще бы вот Димана послушали, когда на рампу встать, вообще бы, блядь, закрыли их нахуй. Красавцы. Одевайте наушники, блядь, быстро нахуй. Закончился нюк в нашу пользу. Блин. Была близкая игра, было непросто, но мы справились. Парни обсуждают тактики на следующую карту за компами, потому что времени мало. А следующая карта даст. Переходим на наш пик. CT spawn. Oh, gap in this. Here comes Chopper up on top. Great work. Context just kind of chilling in middle while his teammate takes over the A bomb site. Another kill would be spectacular. Weapons taken away from Liquid. Oh, and the final. Here they come. Util, they're just going to have to go through it. Zontex this time hoping for an away. They're not checking Chopper. That MP9 not good enough though. Dog comes in. Destruction on the double. JKS left alone. 5 seconds left. Not enough time. And Shiro catches him. It's map and series point for Team Spirit. Dog takes a step back at the right time. Magix gets caught. Is it because Shiro's ready to go? Off to peak long. It's ultimate down, and it might be the ultimate place for Team Liquid. Elimination on the line, and Dog is the one to send them packing. Монкочок отбил. Это тоже, блядь, я в ахуе вообще. А что там у этих параллельных? ГЛ выиграли. 2-0? 2-0. Как игра прошла, бой? По горячим следам. Нормально, вроде не сложно. На Нике была какая-то залупа в начале, все. А на Дасте было просто хорошо от нас. Мне, Лень, показалось, может, но вы как будто последние раунда 3 более агрессивно решили играть. Запушили Тёмку. Там просто Просто рэйдж. Рэдж. На самом деле мы не хотели так играть, просто полосили. Обожаю в зиг залезать, бля. Когда ган сейвишь, у тебя такая свобода по карте, бля, можно все что угодно сделать. Бля, с кайфом залезу в зиг, просто как премочки сыграл раунд, выиграл. You can go to the hotel, but at 5 you have shuttle. Yeah, I know. Парни, короче, у нас расклад такой. Сейчас время 3 часа 30 минут, и вам еду там, если что, подготовил. В 5 часов мы должны из отеля уезжать обратно сюда и снова сетапиться. Вопрос, мы хотим это делать? Типа Или мы час в хотим отеле тут остаться? Но сразу скажу, когда начнутся матчи, мы должны будем отсюда уйти, не за компанию сидеть. Я продумал поехать, Серега посмотреть по карте и норм, нет? Погнали. А я еду тоже. Все тогда едут? Я еду. А вдруг у меня девайс кто-то потрогает? Я суеверный, блядь. Забирай с собой. Подошел к концу матч с Liquid. Мы выиграли 2-0 по картам. Нюк был достаточно непростой. Даст прошел более гладко. Самое главное, что мы проходим дальше. И следующая игра нас ждет уже совсем скоро. Нашим следующим оппонентом будет Gamer Legion. И в прошлом году у нас не было с ними ни одной официалки. За это время у них уже успел смениться состав. И новым составом они играют, я так полагаю, месяц. Не знаю, является ли эта команда для нас темной лошадкой. Но я думаю, ребята будут готовы ко всему. Кстати, о ребятах. Так как разница между играми у нас примерно 3 часа, после матча с Liquid ребята быстро поужинали и отправились в отель буквально на 40 минут, чтобы скачать демки и пробежаться по плейстайлу соперника. Уже совсем скоро они вернутся обратно, и мы спросим их, удалось ли найти какие-то изюминки этого соперника и какой у нас план на последний матч группового этапа. Братышка, good luck, bro. Они опять пикнули? Да. А мы? Дальше. Ancient? А что не даст? И что они первобанда? Конечно, я так прикинул. Плюс вайп. Но они хотят нас забегать. Они думают, что мы старше, они хотят нас забегать, зарашить. Вы ездили сейчас, разбирали демки, насколько я знаю. Да, я посмотрел, у меня было 1,5 часа где-то, чтобы проанализировать, как они играют, потому что нет никакой информации. Посмотрел, довольно понятно, играет быстро, резко, в размен, молодо, горячо, огромное количество идей. К этому нужно быть готовым, особенно первые тайминги. По мапе-то. Первой картой мы что играем? Первый играем Анубис, они пикнули, наверное, по нашему винрейту. Они в этом составе ни разу не играли, посмотрим.
Дальше получается Ancient. Должно быть комфортно, там игра покажет. И третье получается Нюк. Да, у нас достаточно много практики на этой карте, но, скажу так, мы с ними раз играли пару недель назад, сыграли ничего. Тоже на Нюке? Да, на Нюке. А статистика по Анубису есть с праков? С ними? Да. А мы с ними не играли. Кроме Нюка ничего не играли. Все, ребята сейчас пойдут подключаться. Уже совсем скоро матч. Будем смотреть. Ой, блядь, опять он читает. Осталось 2. Ой-ой-ой, да что такое? Да ты в прошлый раз так же говорил. Не, ну в прошлый раз он просто не попал, а сейчас он сдох еще. Все. Закрываем нахуй передачу, охуй камеру. Парни, все просто. То, что я говорил днем, работает и сейчас. Давайте катать. Матч поздний, поэтому сразу заходим. Много энергии, отдаем всех себя в игру и кайфуем с игры, пацаны. Давайте, дайте огня, дайте энергии и гол катать в нашу каточку. Team Spirit! They're kind of the first victim of this new system. And it literally, Force Buy is working out against them. 5-7 still up. Slender with a great chance to clutch. Split of the two guys in Donut. And if he gets 6 there, I think this round's cooked. Yeah, definitely. Like how's Magic's and Spirit supposed to scale out into the site without that frag? He is the reason the Gamer Legion have something. But will it cost them? Because Towson have backs turned to him, except he gets smoked. And then Towson gets the kill to Dawn. Have to come down here, and he may go on 3 players. Another molly down over to the bomb. Did he line that up? No, it doesn't go. Батя дуэль проебался. Парни, работать. Все написано, вот как раунды, так и делайте. Вот просто говорите 4-й бай, заметки, блядь, и так и делайте. В целом все раунды расписаны. Если что-то нужно другое, то Леня законит. И старайтесь в середине не делать так, а может это, а может то. Слушайте Леню, то, что он говорит, и его под это уже подкалывайте друг другу, как мы заходим в точку. Вот это нужно. Чуть-чуть осталось нам до того, чтобы забрать эту карту, но, к сожалению, не вышло. Переходим на следующую, на наш пик, на Ancient. And he said, probably not. Grand finale. All of a sudden, we got Gamer Legion. Look at Zontics. It's good. Bunch of damage as well. Shadow here for Shiro, so he's on high alert, and ZTR wasn't ready for that one. Towson, and now as he peels back, he's got another chance. What's he going to be about these corners? Not at all. Yeah, Donk. CT Smoke will delay any rotators, but it's Shiro in front of it all. He gets in behind Big Box. Oh, dinked for 7. Yeah, not the worst for blocking and still giving cover. Oh, ZTR timing. Oh, he take that was much needed. The one-man army of the B-side. Short side of the pillar. Donk pops it open and ends this. Закончился Ancient, мы победили. И впереди ждет решающая карта перед выходом в плей-офф. В студии уже никого нету. Мы последние Геймер Легион и Spirit, 2 последние команды, которые остались здесь доигрывать решающие матчи. Здесь тишина, только мы и последняя карта. По прошлой карте сказали хорошие слова. Будьте едины и доброжелательны. Просто делайте четко, блядь, не расстраивайтесь, если в каких-то моментах приходится играть. Все, что вы испытывали за прошлый год, нужно этим опытом пользоваться. Вот мы говорили, что если негативные эмоции, чем быстрее мы из них выходим, тем больше шанс того, что мы следующий раунд сыграем сильнее. Вот мы с нами, блядь, телтанули немножко, проебали бай, взяли 4 пистолета без всего, ёбнули даже их. Просто будьте спокойны, доигрывайте ситуацию, не расстраивайтесь. Я слышно? On the ramp as he instantly drops down. Oh. That's where we've got 3 players already. Donk offers them a bit of space because Zontics has got the cleanup. 3 headshots on the players that made it down ramp. Still money in the bank accounts of Team Spirit, so rebuy possible. And they're content with that to again play slower, holding Gamer Legion back. But Chopper, oh, nice adjustment. No one peeking though. Oh, okay. Here we go. Freebie. Bomb is still on the other side of that. The op save is just what's demanded of him. He's been found out. No get. This would be a critical one for the Gamer Legion. Individually. Even their tack gonna move a muscle. Unless they kind of fed to the wolf's gonna go back, return the favor, man advantage. Whether or not they actually won the round off of that is more than a lot of point blank PR Famas. Tim Donk is gonna come and he clear well.
На 7. 7, ребятки. И 9. 7 и 9. Найс! Молодцы. Закончила, сука, какую-то ебаную. Бля, я играл это бот-3 просто знаем того, что это последний бот-3 на сегодня, бля, и надо сыграть нормально. С днем рождения, Леня. Спасибо, парень. Леня устал, пиздец, да, Леня? Да не, вообще вроде... Честно, на второй, третий заебись было. Мне очень первая... Ты уже знаешь в этом? У меня первая игра очень тяжелая была. Я потому что никогда не выспался, даже 3 кофе не помогло. Да. А сейчас похуй. А это уже на... Нет, я специально не ходил. Что с Анубисом случилось? Хуйня карты, хоть бы ее нахуй удалили из мапы. Просто самая анскильная карта, максимально анскильная, просто потому что, блядь, настолько мало пространства контрол, что ты можешь просто кинуть 2 смока, и теперь ты можешь играть против 5 скримов, ты, блядь, их выиграешь все равно. Нет ни одной команды, которая доминирует на Анубисе, кстати. Это вот к слову о том, что карта супер рандомная и анскиль. Вертика было пизжу. Подошел к концу этот долгий, мучительный день. Мы прошли в плей-офф на сподок. Ты рад? Ну да, нормально. Нормально? Да. Но впереди еще просто много игр, и поэтому рано радоваться. Правильно? Ну да, одна игра. Первый матч у нас был против команды Team Liquid. Можно сразу сказать, что они удивили нас тем, что они пикнули нюк. Мы не ожидали вообще этой карты. Было немного сложно, потому что вначале мы проиграли кучу раундов, начав за защиту. За теров под конец игры мы переломили вообще ход игры очень сильно. И получилось у нас закрыть нюк. На этом. На Дасте уже было все гораздо проще. План вообще был типа четкий, мы ему придерживались. И поэтому было легко. После матча с Liquid мы поехали в отель. У нас было немного времени, меньше часа вообще, по идее, с момента того, как мы добрались до компа и до выезда. У нас было мало времени, чтобы подготовиться. Мы посмотрели несколько карт. На веты наш оппонент вновь нас удивил. Они пикнули Анубис, который они не играли. Мы зашли, короче, катать Анубис и проиграли его. Они играли его очень круто, я считаю. Ну, я реально под впечатлением. Я не знаю, типа, но они реально круто играли. Почему они его пикнули? Ну, во-первых, у них не было сыграно Анубисов этим составом ранее. Из тех, что было раньше сыграно, там есть, конечно, кор из 3 игроков и тренера. Они играли вообще противоположный геймплей как будто. Ну, видимо, у них просто была какая-то супер заготовка жесткая. Второй картой был Ancient, наш пик. Был достаточно легко, мы за КТ набрали очень много раундов, за терф просто закончили. Вот, перейдя на нюк, там самый старт карты был немного опять таким ненадежным, нечетким. Вот, они выиграли несколько раундов в самом старте игры, но мы потом как-то взяли и стрик, что ли, 7 раундов сделали, что-то такое. Много было, да. Вот, выиграли много раундов подряд, и все. И перейдя за теров, мы выиграли пистолетку, и все. И дальше уже как бы счет, уже разница в счете высокая, мы просто доиграли аккуратненько, что нам нужно было сыграть, и выиграли много. 7 числа наш оппонент ВП. Перед этим нас ждет медиадень. У ребят будет еще один выходной, они отоспят, соберутся. Но мы на сподоке, мы в плей-оффе. Так что подписывайтесь на канал, ждите следующий влог. Мы вас любим. Я ебаш в камеру. Болейте за Team Spirit.